Тишина раннего утра над загородным поселком казалась практически осязаемой. Прохладный туман медленно оседал на пожелтевшую траву и ветви деревьев, подступавших вплотную к задним дворам жилых домов. В этой беззвучной предрассветной глуши раздавался лишь шорох сухой листвы под легкими, но уверенными шагами. Грациозная молодая олениха выродилась из лесной чащи, привлеченная не столько поиском пищи, сколько неспешным исследованием новых территорий, граничащих с привычным для нее диким миром. Для нее границы человеческих владений не существовало. Там, где заканчивался густой подлесок, начинался ровный газон, декоративные кустарники и аккуратные террасы. Однако за этой кажущейся безвредностью скрывались опасности, к которым эволюция не готовила обитателей леса. Сделав очередной шаг по скользкому бетонному бортику, животное потеряло равновесие. Раздался громкий всплеск, нарушивший утренний покой. Олениха мгновенно оказалась в ледяной воде глубокого бассейна. Первой реакцией дикого зверя была паника. Вода сковала движение, намочила густую шерсть, сделав ее невероятно тяжелой. Олениха отчаянно забила копытами по гладким пластмассовым и кафельным стенкам, попыталась выпрыгнуть на сушу, но гладкие края бассейна не давали ни единого шанса зацепиться. Каждая новая попытка вытолкнуть себя из воды лишь сжигала драгоценные силы. Вода попадала в дыхательные пути, вызывая судорожный кашель, а холод с каждой минутой все глубже проникал в мышцы, сковывая тело судорогами. Прошло больше часа. Отчаянная борьба сменилась апатией. Оленьи копыта скользили, тяжелая мокрая туша тянула на дно, а силы полностью иссякли. Животное лишь беспомощно положило морду и передние ноги на узкий край бортика, судорожно удерживаясь изо всех последних сил, чтобы не уйти под воду окончательно. В ее больших темных глазах уже не было страха. Там осталась лишь глухая, безысходная усталость. Она сдалась. В нескольких километрах от этого места на дежурстве находился офицер полиции. День начинался штатно, без явных происшествий. Однако привычный ритм дежурства прервал сигнал рации. Диспетчер передал необычное сообщение. Хозяин одного из частных домов, выйдя на задний двор, обнаружил в своем открытом бассейне тонущее дикое животное. Офицер не размышлял ни секунды. Включив проблесковые маячки, он направил служебный автомобиль по извилистым загородным улицам. Он знал, что в подобных ситуациях счет идет на минуты. Гипотермия и сильное истощение могут убить животное гораздо быстрее, чем кажется на первый взгляд. Спустя несколько минут полицейская машина уже заезжала на гравийную дорожку у дома. Выйдя из автомобиля, офицер поспешил во внутренний двор. Картина, отрывшаяся перед ним, выглядела драматично. В центре двора располагался большой бассейн с ярко-голубой водой. Возле самого края, практически не шевелясь, находилась олениха. Ее шерсть полностью промокла и потемнела, а голова тяжело покоилась на бетонном бортике. Она не реагировала на приближающиеся шаги человека, не проявляла ни малейшего страха или попытки уплыть прочь. Это был верный признак того, что животное находится на грани крайней степени истощения и переохлаждения. Офицер понял, если не действовать немедленно, олениха просто соскользнет назад в воду и захлебнется. Офицер аккуратно подошел к самому краю бассейна и опустился на колени на холодный бетон. Он попытался оценить состояние животного и ласково заговорил с ним спокойным, ободряющим голосом, надеясь хоть немного успокоить обессилевшего зверя. Затем полицейский наклонился и крепко обхватил руками передние ноги оленихи чуть выше копыт. Он попытался потянуть ее на себя, вытаскивая из воды. Однако задача оказалась намного сложнее, чем казалось. Намокшая шерсть была чрезвычайно скользкой, а сама олениха от воды стала невероятно тяжелой. К тому же животное совершенно не помогало спасателю. Мышцы оленихи отнялись от холода, и она висела на руках полицейского, как безжизненный груз.
Офицер тянул изо всех сил, упираясь ногами в бортик, но ему удавалось лишь немного приподнять переднюю часть туловища оленихи. Как только он пытался подтянуть ее дальше, скользкие ноги вырывались из рук, и животное снова соскальзывало обратно в воду. Полицейский снова и снова предпринимал попытки, уговаривая животное держаться и не сдаваться. Но в одиночку преодолеть вес намокшего крупного зверя и сопротивление скользкой поверхности было практически невозможно. Олениха продолжала оставаться неподвижной, лишь тяжело и прерывисто дыша. Каждая упущенная секунда приближала трагический исход. В этот момент на задний двор поспешил хозяин дома. Понимая, что офицеру в одиночку не справиться с этой задачей, мужчина надел плотные рабочие перчатки и без лишних слов подошел к противоположной стороне бортика, чтобы оказать помощь. Мужчины мгновенно выработали план действий. Офицер полиции снова крепко взялся за передние ноги оленихи, зафиксировав их надежным хватом, а хозяин дома наклонился и подхватил животное за задние ноги. «На счет 3!» — скомандовал офицер. Сплоченным единым рывком двое мужчин направили все свои силы на спасение попавшего в беду зверя. Используя командную работу и правильное распределение веса, им удалось приподнять тяжело намокшую олениху и буквально перетащить ее через скользкий бортик бассейна. Через мгновение олениха уже лежала на твердой сухой земле рядом с бассейном. Спасательная операция, казалось, завершилась успехом, но мужчины на секунду замерли, беспокоясь, жива ли она и сможет ли оправиться после такого длительного пребывания в ледяной воде. Однако едва лишь копыта животного почувствовали твердую и знакомую землю под собой, сработал глубокий, дикий инстинкт самосохранения. Чувство опасности и контакт с людьми мгновенно разбудили скрытые резервы организма. То, что секунду назад казалось совершенно безжизненным и обессиленным телом, внезапно преобразилось. Олениха резко встряхнулась, мгновенно поднялась на ноги и без малейшего промедления, набрав невероятную скорость, рванула в сторону родного леса. Она стремительно преодолела открытое пространство двора, проскочила мимо деревьев и через мгновение скрылась в густой чаще, вернувшись в свою естественную среду обитания совершенно невредимой. Офицер и хозяин дома остались стоять у края бассейна, провожая взглядом убегающее животное. Тяжелая и напряженная ситуация, благодаря неравнодушию людей, взаимовыручке и оперативным действиям, завершилась счастливым финалом. Настоящая взаимопомощь и милосердие подарили дикому зверю второй шанс на жизнь.